Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот интересный, необычный двухцветный узорчик крючком. Для вязания буду использовать два цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 3,5. Смотрите, вот так вот выглядит лицевая сторона, вот так вот выглядит изнаночная. Ну что ж, давайте приступать к нашему вязанию. Итак, начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 5 плюс 2 воздушные петли. Первую петельку я не затягиваю, она служит мне первой рабочей петлей. И набираю дальше вторая, третья, четвертая, пятая. И вновь первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Набираю так нужное количество петель для моего размера изделия. Вот у меня цепочка кратная 5 и провязываю еще 2 воздушные петли. И цепочка получилась кратная 5 плюс 2 воздушные. Теперь отсчитываю 1, 2, 3, 4. Четвертую петлю от крючка вяжу столбик с накидом. Вот у меня получилось в начале ряда 2 столбика. Первый из воздушных петель, второй, который мы с вами провязали. Дальше вяжу одну воздушную, делаю накид, пропускаю одну петлю, во вторую начинаю вязать, провязываю первый столбик с накидом. В следующую петельку вяжу второй столбик с накидом. В следующую вяжу третий столбик с накидом. И в следующую вяжу четвертый столбик с накидом. Одна воздушная. Здесь одну петельку пропускаем и во вторую начинаем вязать. Провязываем первый столбик с накидом, в следующую петлю второй, в следующую третий и в следующую четвертый. То есть мы с вами повторили вот эту вот часть, вот эти вот 4 столбика. Дальше вяжем одну воздушную и провязываем точно так же через одну петлю, одну пропускаем и во вторую начинаем вязать. Провязываем 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. Одна воздушная, одну петлю пропускаем, 1, 2, 3, 4. 4 столбика с накидом. То есть мы с вами повторяем вот эту вот часть вязания до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда, и в конце ряда у меня осталось 1, 2, 3 воздушные петли. И завершить ряд мы должны точно так же, как его начинали. То есть провязываем одну воздушную, одну петлю пропускаем, во вторую вяжем первый столбик с накидом и в следующую петельку второй столбик с накидом. Следующий ряд мы будем провязывать точно так же, как этот, над столбиками с накидом. Столбики с накидом, там где воздушные петли, воздушные петли. Начинаем вязание с 3 воздушных петель, которые служат нам первым столбиком с накидом. Поворачиваем вязание, то есть вот это наш первый столбик. В следующую петлю под 2 стеночки провязываем второй столбик с накидом. Вот у нас 2 столбика точно так же, как и в первом ряду получились. Дальше одна воздушная, точно так же, как и здесь. И теперь провязываем наши вот эти вот 4 столбика. И опять-таки под 2 стеночки, помним. Первый столбик, следующую петельку второй, следующую третий и в следующую четвертый. Дальше у нас опять идет воздушная петля, и здесь мы провязываем воздушная петля. И опять провязываем наши вот эти 4 столбика. Первый, следующую петлю второй, следующую петлю третий и в следующую петлю четвертый. И вот таким образом, полностью повторяя так же, как мы с вами вязали первый ряд, мы вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет воздушная петля и 2 столбика с накидом. То есть полностью одинаково, видите, идет повтор. Вот мы с вами закончили ряд 2 столбиками с накидом, точно так же, как в предыдущем ряду. Снимаем петельку с крючка, берем новый цвет, провязываем одну воздушную и затягиваем ниточку. Снимаем с крючка, возвращаемся к нашему вязанию и протягиваем наш новый цвет через нашу
петельку. Так, теперь провязываем 3 воздушные, 1, 2, 3, поворачиваем вязание. И смотрите, вот эти вот ниточки, ну, красную мы потом можем обрезать, скажем так, тут маленький хвостик, а белую мы должны вести вот так вот на протяжении всего вязания, потому что следующий ряд у нас будет начинаться с обратной стороны, и он должен быть белым. Поэтому я буду ее вот так вот вести и обвязывать. В принципе, можно и красную вот эту нитку тоже обвязать, потом обрезать. Давайте так и сделаем. Вот в наш второй столбик вот сюда мы вяжем столбик с накидом. Теперь смотрите внимательно. Делаем 1 накид на крючок, 2, 3 накида. Опускаемся на ряд ниже и находим здесь 1, 2, 3, 4. Четвертый вот этот наш столбик. Вот таким образом заводим крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2 петельки, 1, 2, 1, 2 и последние 2. Вот видите, что у нас получилось. И вот эта вот длинная цепочка, она как раз у нас соответствует нашей вот этой воздушной петле. Теперь красную нитку я уже дальше не буду обвязывать, я ее потом просто обрежу, чтобы было вот здесь ее не видно. А белую веду дальше. Делаю накид и провязываю вот эти вот 4 столбика. Провязываю первый столбик с накидом, дальше вяжу второй, дальше третий и четвертый. И теперь вновь будем повторять вот такую вот длинную нашу цепочку. Делаем 1 накид, 2, 3 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже, находим 1, 2, 3, 4, четвертый столбик, заводим вот таким образом крючок, вытаскиваем петельку и провязываем 1 петля, 2, 1, 2, 1, 2 и последние 2. Все, ведем нашу белую ниточку дальше, и теперь вот эта цепочка соответствует воздушной петле. Мы провязываем следующие 4 столбика с накидом. Провязываем первый столбик с накидом, второй, третий и четвертый. И дальше вновь у нас повторяется точно так же, как мы с вами вязали вот эти вот длинные цепочки. Таким образом мы с вами вяжем до конца ряда. Вот смотрите, вот он конец ряда, последняя моя эта цепочка, которая соответствует вот этой воздушной петле. Белая ниточка у нее все так же протягивается через все вязание. Теперь провязываю 4 столбика наших. 1, 2, 3, 4. Здесь в конце ряда у нас больше, видите, вот здесь мы как бы выходили с этой стороны, да, вот отсюда вот сразу вот этой вот длинной нашей полосочкой. Соответственно, она относится к нашей воздушной петле. Здесь у нас ничего не выходит, потому что здесь конец ряда, поэтому здесь нам нужно провязать с вами в конце воздушную и завершить ряд 2 столбиками с накидом. Провязываем первый столбик и второй. Теперь мы берем белую ниточку, которую тянули через все наше вязание, и вытаскиваем через красную петлю. Дальше провязываем 1, 2, 3 воздушные, поворачиваем вязание и вновь красную нить будем вести вдоль нашей работы. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же во второй, вернее в следующий столбик вяжем второй столбик с накидом. Дальше делаем 1, 2, 3 накида на крючок, поворачиваем вот так вот вязание, опускаемся на ряд ниже, то есть как раз вот будет наш белый ряд,
И у нас тут раз, два, три, четыре, четвертый, вот этот наш столбик. Вот таким образом заводим крючок, а вот эту красную петельку, она должна быть вот с обратной стороны. Убираем. И провязываем такую же длинную цепочку. Вытаскиваем ниточку, провязываем 1 петля, 2, 1, 2, 1, 2 и 2. Как раз вот эта вот цепочка наша соответствует воздушной петле. Теперь красную ниточку тянем дальше и провязываем вот эти 4 столбика с накидом. Провязываем первый столбик, следующую петлю второй, следующую третий и в следующую четвертый. Делаем 3 накида на крючок, 1, 2, 3, поворачиваем на обратную сторону, находим ряд ниже, вот красный, а вот ряд ниже белый. Считаем 1, 2, 3, 4, вот четвертый наш столбик. Заводим вот так крючок, перекидываем красную петельку за него, вот так вот, и провязываем нашу длинную цепочку. Вытаскиваем ниточку, вяжем 1 петля, 2, 1, 2, 1, 2 и завершаем 2. Эта наша длинная цепочка соответствует воздушной петле. Вот здесь вот этому промежутку, точнее в данном случае здесь у нас был удлиненный столбик. Ну, это без разницы, промежутку я имею в виду между нашими связками вот этими из 4 столбиков. Делаем накид и провязываем 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий и четвертый. И вновь повторяем нашу длинную вот такую вот цепочку. Точно так же, как мы с вами вязали здесь. Вяжем так до конца нашего ряда. Вот смотрите, мы дошли до конца ряда. Вот последняя наша длинная цепочка, которую я провязала. Теперь вяжу 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Воздушная петля, и вот этот вот нашу вот эту цепочку мы пропускаем, мы ее вот не провязываем, а вяжем последние 2 столбика с накидом. Провязываем первый столбик и следующую петельку второй. Вот что получается с этой стороны. Теперь протягиваем через белую ниточку новый цвет, ну точнее красный цвет, которым мы вязали с вами. И начинаем по тому же принципу, как мы вязали предыдущие ряды, вязать следующий. Провязываем 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. Белую нитку мы ведем вдоль. Это наш первый столбик с накидом. В следующую петельку вяжем второй столбик с накидом. Делаем 1, 2, 3 накида на крючок. Опускаемся на ряд ниже. Находим 1, 2, 3, 4. Вот он наш 4 столбик. Вот так заводим крючок. Убираем нашу цепочку, чтобы она была сзади крючка. И опять вытаскиваем ниточку и провязываем 1 петелька. Теперь 2 петельки. 1 петелька, 2, 1, 2 и 2. Видите, мы уже с вами повторяем вот эту вот часть, то есть первый ряд, который мы вязали, такую длинную красную цепочку, она повторяется. Только видите, здесь у нас появились дополнительно белые полосочки, и нужно их просто убирать назад. Теперь находим наши вот эти столбики с накидом, провязываем первый столбик с накидом, следующую петлю второй, следующую третий и в следующую петельку четвертый. Дальше вновь делаем 1, 2, 3 накида на крючок,
Опускаемся на ряд ниже и находим здесь первый, второй, третий, вот он, четвертый наш столбик. Вот таким образом заводим крючок, убираем нашу белую петлю назад и провязываем, вытаскиваем 1 петля, 2, 1, 2, 1, 2 и 2. И вновь находим наши вот эти вот столбики с накидом. 1, 2, 3, 4. И провязываем их. Первый, второй, третий и четвертый. И вновь повторяем нашу вот такую вот длинную цепочку. Таким образом мы с вами провязываем до конца ряда. То есть у нас повторяется вот этот ряд, который мы вязали красным цветом, только от того, что у нас дополнились вот эти вот еще дополнительные белые полосочки, которые мы просто выводим за крючок. Вот я провязала последнюю вот эту удлиненную цепочку. Провязываю теперь в конце ряда 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, воздушная петля, и пропускаю вот этот вот вот эту цепочку, вот этот столбик, да, и провязываю последние 2 столбика. Провязываю первый столбик с накидом и в последнюю петельку второй столбик с накидом. Меняю цвет. И теперь буду вязать точно так же, как вязала вот этот вот ряд с первыми длинными вот этими цепочками. То есть здесь у нас все повторяется, всего у нас 2 ряда. Первый ряд, который мы вяжем по лицевой стороне, второй ряд, который мы вяжем по изнаночной, и как бы выводим вот эти вот, когда будем сейчас вязать, будем вот так поворачивать, чтобы выводить с этой стороны вот так вот петельки. Таким образом мы с вами провязываем до тех пор, пока не получим нужный размер нашего изделия. И вот такой вот узорчик получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Если он вам понравился, тогда обязательно ставьте лайк, пишите ваш комментарий. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.